Еще раз всем здравствуйте. Первая часть лекции по младшим арканам теперь. Старшие арканы мы уже прошли. Кому интересно, кто пропустил, кто первый раз на эфире, кто первый раз видит. Часть интенсив курса, где я рассказываю о старших арканах, она доступна на канале. Там все есть, там интересно, там высшая философия карт Таро. Там все очень образно, все очень ярко, глубоко. Вот. Впоследствии я хочу развить тему и более подробно остановиться на каждом из старших арканов, потому как о каждом из них можно рассказывать очень много. Это очень глубокий, очень образный язык, язык карт Таро. Но сегодня мы начнем младшие арканы, да, то есть старшие мы прошли в общем взгляд на систему, скажем так, свой выстроили. Теперь нужно разобраться, в чем разница между младшими арканами и старшими арканами. Разница есть, она значительна, она, можно сказать, глобальна. Так, я приготовил презентацию, надеюсь, что работать все будет хорошо. Так, по состоянию эфир вроде тоже нормально. Здравствуйте, здравствуйте, девушки. Девушки, здравствуйте всем. Роман, сколько лет вы уже в Таро? Ну, хорошо, отвечу на пару вопросов, пока заинтересованный народ подходит. Не всем YouTube высылает оповещения, вполне вероятно. Вот, в принципе, в описании к этому видео есть мои контакты, по которым можно следить за моей работой. Там вы точно ничего не пропустите. А то, что я знаю, что те, кто следит за мной в Фейсбуке, Фейсбук не все показывает, он так очень выборочно решает, кому контент показывать, кому нет. Вот. Значит, есть еще разные соцсети, есть мессенджеры, есть каналы, на которых я работаю. Там все это есть без ограничений. Сколько лет в Таро? 10 лет я работаю с людьми профессионально, то есть оказываю людям помощь и беру за это деньги. Это является моим основным источником дохода и основным моим занятием. То есть я себя считаю в прямом смысле слова профессиональным тарологом. Вот, все остальные мои занятия, они носят такой любительский характер хобби, скажем так. Вот. Интересуюсь картами Таро я порядка 25 лет, еще с подросткового возраста, когда прочитал интересную книгу, фантастическую, где главные герои были представлены в виде карт Таро. Это меня заинтересовало, я полез смотреть, что это за карты Таро. Но 25 лет назад интернет особо развит не был. Вот, поэтому постепенно накопилось как-то, ну и 10 лет назад я начал уже работать с людьми на профессиональном уровне, понял, что все равно все к этому идет, все равно люди ко мне как-то приходят. Книга называется «10 принципов Амбера» или «Хроники Амбера». Да, есть такой цикл фантастических романов Роджера Желязного. В первой лекции все это дело есть. В первой лекции все это есть. По-моему, в конце первой лекции я вот знакомлю с книгой, с этой, что-то такое, не помню. Вот, хорошо. Ну что, поехали, давайте посмотрим, что такое младшие арканы. Значит, мы познакомились с вами с понятием старших арканов. Увидели с вами, что это довольно серьезная, мощная философская система, которая позволяет выстроить алгоритм развития по картам, каждая из которых является собой некий образный символ, очень аллегорический, да, как правильно будет по-русски, который позволяет связать эти карты в определенном порядке. Значит, еще раз напомню, что цикл лекций по старшим арканам доступен на канале, и можно об этой связи там узнать. Это скорее взгляд сверху на наше мироустройство. Сверху, сбоку, изнутри, как угодно. Но это скорее мироустройство, в котором присутствует взаимосвязь, скажем так, следствий и причин. Причинные причинно-следственные связи, да, вот они в полной мере выражены в работе со старшими арканами. Там скорее такое образное видение мироустройства в целом. Вот, это те силы, которые действуют на человека, хочется ему этого, либо нет, он все равно имеет, значит, имеет с этим дело.
И ему приходится как-то это все учитывать, к этому приспосабливаться. Вот, значит, имеется еще понятие младших арканов. Это карты, карты Таро, которые собраны в 4 стихии, 4 масти, скажем так. Это масть жезлов, либо масть огня, стихия огня. Это масть земли, либо пентакли. В Таро Уэйта это пентакли. В других колодах они могут выражаться камни, они могут быть как динарии, как самоцветы, да, что-то имеющее физическую ценность. Скажем так, это стихия земли, пентакли. Мечи, это стихия воздуха. Ну и, соответственно, кубки это стихия воды, эмоций, чувств. Вот. Все эти младшие арканы, они выстроены в цифровой ряд с единицы до 10, где высшая карта это 10, а самая младшая карта это туз, единица. Она в целом выражает стихию. Итого мы имеем с вами 40 карт, 4 стихии, 4 масти, по 10 карт. 4 таких смысловых ряда, которые развиваются уже не по кругу, как старшие арканы, а скорее линейно. То есть их можно проследить в более плоском, более, скажем так, линейном смысле. И имеются так называемые карты придворного ряда, либо придворные карты младших арканов. У Уэйта они состоят из последовательности пажи, либо слуги, да? Слуги, оруженосцы, пажи, те, кто помогают рыцарям. Рыцарь это следующая ступень, это уже более интенсивная карта, более деятельная. Королевы и короли. Эти карты имеют оттенок управления ситуацией, в которой находится человек. Каждая из этих карт отображает собой определенную степень управления той ситуацией, в которой находится человек. Почему некоторые школы считают мастью огня мечи? Потому что некоторые школы считают, что масть огня лучше выражается понятием мечей. Для меня, по-моему, вполне очевидно, что масть огня это жезлы, так как жезлы это прообраз, ну скажем так, листиков, листики, да, это трефы. Что значит листики? Это что-то растущее. Это то, что постоянно движется, постоянно растет, постоянно куда-то идет. Как огонь, который ползет по спичке, да, он постоянно куда-то движется. Замершего и неподвижного огня нет. Это стихия движения, это стихия обмена энергиями, это стихия желаний, скажем так. Вот та сила, с которой росток пробивает асфальт, это та сила первого желания. Да? Тот огонь, который человек видит впервые в жизни, в своей пещерной, да, человек впервые сталкивается с огнем в своей истории, это удар молнии, где человек видит, как мощный, сильный огонь бьет в одну точку. Да? Это стихия огня. Стихия воздуха – это мечи, это противостояние, это противодействие. Скорее, это больше похоже на работу с информацией. Это обмен словами, это ментальный уровень общения, скажем так. Если огонь и жезлы – это уровень общения желаний, обмена энергиями, да, то мечи – это скорее уровень обмена силой, непосредственной силой, либо наяву, либо в словах. Да? То есть, либо ты ударил мечом, либо ты заставил человека что-то сделать своими словами. Приказал. Вот. Разница такая. Цвет оранжевый, как огонь. Ну, цвет оранжевый может быть как угодно, да. Каждая колода, она по-своему рисовалась автором, да. Уэйт и Мэри Колман Смит, они вдвоем сели и решили, что вот стихия огня лучше прорисована именно так, именно таким образом. Опять же, если мы посмотрим более детально и подробно, мы видим саламандр, которые являлись символом стихии огня, да, вот, либо львов,
которые тоже являлись выражением стихии огня. Вот такие дела пироги, поэтому тут огонь. Ну, по крайней мере, у Уэйта. В других колодах вполне может быть и другое, скажем так, объяснение. Особенно если это колоды современные, где авторы сами не сильно-то разбираются в Таро, но имеют богатые возможности для того, чтобы придумать и сдать свою колоду Таро. И это сейчас очень легко, как и написать книгу, да, то есть каждый может издать свою колоду Таро и сделать вид, что он такой серьезный, весомый таролог. Вот. Ну и, соответственно, если мы берем масть воздуха, да, мы видим тут явное ощущение воздуха, движения, да, много открытого пространства, много воздуха, бабочки, как один из символов воздуха, да, птички, вот, ангел с крылышками, то есть явная стихия воздуха. Вот, ну и бабочка как один из символов смены, скажем так, формы. Об этом чуть-чуть позже. Вот такие дела пироги. Вот, это к вопросу о том, почему жезлы именно огонь. По крайней мере, у Уэйта жезлы это огонь. И я с ним полностью согласен, так как жезлы это огонь, это социум, это понимание того, что желание постоянно растет. Если желание замерло, если желание не растет, оно умирает. Огонь невозможен в замерзшем таком состоянии, замершем стабильном состоянии. Огонь очень сложно себе представить, очень сложно увидеть, это, ну, это маловероятно. Каждую из стихий можно представить в 4 агрегатных состояниях. Вот огонь очень сложно себе представить в каком-то состоянии другом, нежели движение. Да? Вот вода может быть спокойной, огонь спокойным быть не может. Соответственно, мы с вами видим 4 ряда смысловых, скажем так. Почему они выстроены именно в таком порядке и что за сценки, что за персонажи изображены на этих картах, я вам потихонечку буду объяснять. Я думаю, что за сегодня мы с вами жезлы постараемся пройти. Вот, если не успеем, то продолжим на следующей лекции в следующей части. Собственно, сейчас нужно сказать об этих 4 стихиях, да? Я бы очень вам советовал не относиться с пренебрежением к современной масс-культуре, да, к современным фильмам, к современным книжкам. Хотя бывает ощущение, что вот старые мастера, они ого-го, они знали, что делали, да. Это вот то самое ощущение башни, накопленный опыт с годами, да, он вызывает ощущение уважения, да, как в старшем аркане. Поэтому нам кажется, что если человеку много лет, то значит он мудрый просто по накопленному, скажем так, стажу жизни. Вот. Но мудрость часто как бы соседствует и с молодыми, а вот возраст часто приходит без мудрости. Поэтому вот. Мы с вами рассмотрим 4 стихии. Это алхимическое понятие, которое очень четко присутствует в астрологии. Я бы вам советовал хорошо ознакомиться с понятием стихий. Если вы хотите работать с картами Таро, вам придется столкнуться с тем, что разные карты при одном и том же цифровом и более или менее одном и том же смысловом значении именно из-за масти, именно из-за своей стихии звучать могут абсолютно по-разному, хотя могут выражать примерно одно и то же, да? Например, стабильность по ощущению по 4 в огне может быть одна. Мы с вами помним, что замерший совсем стабильного огня нет, да, то есть это ощущение такого более или менее постоянного чего-то. В земле, в воздухе и в воде это могут быть разные ощущения от одного и того же понятия. Стабильность по земле это совсем мертвое и неподвижное желание оставить все так, как есть. Да? Вот, это не желание, допустим, тратить деньги просто потому, что ты хочешь, чтобы у тебя циферка на счету оставалась вот красивенькой с нулями, да, чтобы не уходить меньше, не больше, то есть оставить так, как есть.
Вот. В воздухе это примерно одни и те же мысли, которые, тем не менее, движутся. Хоть и по кругу, но, тем не менее, стабильно движутся. А воздух — это стихия подвижная. В воде некоторая стабильность ведет к успокоению. Если воду оставить в покое, оставить в стабильном состоянии, поверхность воды, она успокаивается, сглаживается, и мы как бы видим определенную стабильность. Нам становится скучновато, скажем так. Интерес воды в том, чтобы она двигалась. Вот. Так что понятие стабильности, допустим, это одно из значений четверок в каждой из мастей, может быть абсолютно разным. И отличаться оно будет именно ощущением стихии. Вот теперь о стихиях мы поговорим чуть более подробно, более детально. Я уж не буду подробно вдаваться в понятие самой стихии, да, я скорее разберу примеры стихии на примерах нам всем хорошо знакомых, чтобы вы просто прочувствовали. Еще раз я повторяюсь, если кто не видел первую, вторую, четвертую, там, пятую лекции, да, в каждой из лекций я повторяю, что работа с картами Таро — это в первую очередь ощущение. Это в первую очередь не только интеллектуальная работа. Интеллект там очень важен. Вы должны понимать, что происходит у вас с картами. Вы должны соотносить то, что вы видите в картах, с тем, что происходит у человека. Вот, так как одни и те же карты по отношению к разным людям могут значить разные вещи. В разных раскладах разные карты могут значить разные вещи. Там важно уметь компоновать и составлять эти смыслы по степени похожести, да, по тем ключикам, которыми они цепляются одна карта к другой. Поэтому это, конечно, интеллектуальная работа. Однако, вы не сможете выбрать с уверенностью значение, которое приобретает эта карта в данный конкретный момент по отношению к конкретному человеку, сидящему перед вами, если вы не будете чувствовать эту карту. А вот это объяснить сложнее всего. Если у меня получится вам это объяснить, то понять впоследствии, что и как, вы уже вполне сможете сами. Итак, 4 стихии у нас встречаются практически везде, просто потому, что разделить мир надвое мы можем, да, вот есть черное и белое, левое и правое, вверх-вниз, вперед-назад, мужчина и женщина, взрослый и ребенок, да. То есть, в принципе, каждому ощущению, каждому состоянию можно найти противоположность. Да? Антоним. К примеру, если взять год, если уж говорить такими более широкими понятиями, вот у нас есть аграрный год, да, как вот раньше люди жили в средневековье, да, было четкое понятие аграрного года. Это смена сезонов. Есть теплый сезон и холодный сезон. Да. К теплому сезону у нас относится лето и теплые части весны и осени. К холодному сезону у нас относится зима и, соответственно, холодные части весны и лета. Условно мы можем разделить год хотя бы надвое, на теплое время и на холодное время года. Дальше мы можем разделить все это дело уже по более или менее отчетливо видимым сезонам. Да? То есть весна, зима, лето, осень. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Девушки, еще раз всем здравствуйте, рад всех приветствовать. Если у вас есть вопросы по тому, что я рассказываю, можете не стесняться в чатик писать. Если вопросы будут в тему, я их буду сразу озвучивать и параллельно на них отвечать. Хорошо. Собственно, по 4 сезонам. Да? Весна, зима, лето, осень. Каждая из них характеризуется определенным ощущением во времени года. Зима — это смерть, смерть и неподвижность. Да? Лето — это жизнь и радость. Весна — это расцвет, надежды на будущее. И осень — это угасание, умирание. Да? То есть 4 таких более или менее по ощущениям понятных стихии. Зима, весна, лето и осень. Если брать алхимические стихии, там есть огонь, воздух, вода и земля. 2 активные и 2 пассивные стихии. Да? К примеру, в теплое время года все растет, все движется, в холодное время года все умирает, все пытается сохранить энергию и двигаться как можно меньше. Да?
Вот. Поэтому стихии можно разделить условно на активные и пассивные. Ну вот как эти инь и ян, да, черное и белое, мужское и женское. Мужское более активное, женское более пассивное, стремящееся сохранить энергию, сохранить стабильность, более стабильное ощущение. Вот. Можно по этим же стихиям разделить и темпераменты человека. Как правило, эти темпераменты делятся, ну, если брать классиков, все те, кто читал, вернее, слушал мои лекции, знают мою трепетную любовь к античности. Если брать по Гиппократу, разделение по 4 темпераментам может иметь, скажем так, ощущение стихий. Например, холерик — это огонь, это такой истеричный, агрессивный, беспокойный, переменчивый, импульсивный, но оптимистически при всем этом очень активный характер, да, то есть такой огненный, да, расти, идти, двигаться вперед. Вот это жезлы. Дальше. Брать противоположность, допустим, это может быть земля, либо вода. Ну, возьмем воду, допустим, да. Вода — это скорее меланхоличное ощущение, грустный, боязливый, тревожный, угрюмый, неуравновешенный. Это ощущение внутренних эмоций, которые не дают человеку развиваться. Опасения, мысли о том, а что вдруг, а если вдруг что-то будет не так. Справедливые опасения. Страх, он тоже важен. Самое главное, его не терять в определенные моменты. Все мы слышали про выражение «ты что, страх потерял», да? Вот это тоже важно. Не боится только мертвый, да? Окей, воздух, либо сангвиники — это подвижные, веселые ребята. Как правило, очень много музыкантов среди них, да. Это открытые, общительные ребята, разговорчивые, доступные в общении. Однако несколько легкомысленные, беспечные, хотя достаточно инициативные, да. То есть им проще что-то сделать, да, чем сидеть и долго высчитывать в столбик, в клеточку, в линейку, что-то там скрупулезно так делать. Это очень любят флегматики, либо люди Земли. Спокойные и медлительные товарищи, они, в принципе, тоже достаточно пассивный характер имеют. Они старательные, миролюбивые, сдержанные, привычные к такому кропотливому, медленному и монотонному труду, скажем так. Они, как правило, одни из самых уравновешенных, ну и стихия Земли, она самая такая спокойная, самая стабильная. Вот примерное ощущение этих 4 стихий. Чтобы глубоко вдаваться не будем, однако мне бы хотелось вспомнить хорошо знакомое вам по детству, допустим, да, разделение на 4 типа характеров, которые присутствуют в очень многих произведениях, как детских, так и взрослых. Более того, некоторые символы очень интересные, очень живые и понятные. В принципе, все это дело имеется как в детских сказках, так и в более взрослых, современных, так скажем, произведениях. Более того, эта тема сейчас очень популярна. Просто потому, что знаний у народа очень много, и ребята в Голливуде общаются очень тесно, грубо говоря, курят одну и ту же траву, да, и придумывают идеи, которые строятся, в принципе, вот на этих психологических, скажем так, психологически хорошо работающих вместе типах. Не то, чтобы они специально сидят и думают, так, ну-ка, мы вот тут посовещались с масонами и рептилоидами, и давайте мы задвинем вот такую вот астрологическую идею, магическую, чтобы все люди смотрели наш фильм, потому что он снят по определенным канонам. Нет, в принципе, те, кто хорошо в этом понимают, они просто-напросто подбирают такие типы характера, которые все вместе будут работать хорошо. Все 4 стихии в связке всегда работают хорошо. Они дополняют друг друга, они являются как противоположностью, так и дополнением друг друга. Поэтому, если бы не было этих противоположностей, не было конфликта интересов этих стихий, то и не было бы интересного сюжета. Как правило, сюжет строится на том, что кому-то что-то нужно в силу того, что вот у него такой живой характер, да, как вот у этого Буратино, да, и вот он создает проблемы всем другим, которые до него, в принципе, жили все спокойно, да.
любую из современных, скажем так, блокбастеров, если взять, ну как современных, да, допустим, Джон Рональд Ройл Толкиен свою, не побоюсь этого слова, великую книгу он писал ну, не то чтобы он задумывал, да, ну, вполне вероятно, что и задумывал, да, он где-то вот в 1910-20 годах, да, когда колода Уэйта уже была создана и была и интересна и популярна эта идея характеров, да. Вот, тут мы тоже видим, пожалуйста, если вы хорошо знакомы с «Властелином колец», то вы уже знакомы с этими характерами. Да? Если вы не знакомы вдруг с «Властелином колец», я бы вам очень советовал прочитать эту книгу. Это очень хорошая, интересная книга. Во-первых, она интересна. Да? Во-вторых, там очень глубокие философские темы затрагиваются. Там просто ты начинаешь чувствовать эту книгу, ты понимаешь, что хотел автор этим сказать. Он хотел сказать, и у него получилось сказать очень много хороших вещей. Собственно, мы видим 4 характера. Например, Фродо — это явная вода, человек эмоциональный и понимающий, чувствующий ответственность за, скажем так, за весь мир. Сэм, он поддерживающий, помогающий своему другу персонаж, который без которого, без базовых знаний, без базовой помощи, которого вообще бы ничего не вышло. Еще в самом начале он начал помогать. Ну и два товарища, Сэм и... Пипин и как там его еще звали, забыл, да? Ну вы помните, наверное. Это огонь и воздух. Вот. Но так как профессор, он был человеком таким более эмоционально земным, да, то он как бы главными героями все-таки он сделал Фрода и Сэма. Но тут мы тоже видим компоновку этих 4 стихий, этих 4 характеров. Вот эта группа, она расценивается как единая цельная группа, где каждый из персонажей дополняет один второго. Один другого, третьего, четвертого. Более того, во многих современных произведениях фантастических и фэнтезийных мы с вами видим 4 типа рас, волшебных рас персонажей. Это гномы, либо кто-то, кто мал ростом, но имеет ощущение земли, да, то есть это такие работяги и домоседы, да, вот, это гномы либо хоббиты. Дальше идут люди, как ощущение огня, им вечно нужно, они завоевывают новое пространство, они воюют друг с другом, им все время вот нужно что-то такое, им нужно двигаться, им нужно что-то замутить, да, вот есть такое слово. Эльфы, как товарищи, которые обладают, во-первых, древним знанием, а во-вторых, являются непревзойденными воинами, да, это это мечи, это воздух, явный воздух. Ну и, скажем так, не раз оно такой явный персонаж такой, да, были еще и маги. Маги — это те, кто обладают тайным, сокрытым знанием, да, ну это уже явная вода, как умение колдовать и прочее, прочее, все это. Вот. Те же самые 4 стихии, да, но уже чуть в другом виде, так скажем. Современное произведение тоже, пожалуйста, да, 4 типа личностей, 4 характера. Но это не современное изобретение. Мы это видели еще и где мы это видели? Нет картинки, да? Забыл я вставить. Вот есть, пожалуйста, да. Александр Дюма отец. Пожалуйста, Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. Четко, ярко выраженные сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Прямо как по ним все писано. Так что эта идея не новая, идущая как бы еще из оттуда. Собственно, Дюма, он был, кстати говоря, масоном. Если вдруг вас это удивит, но я думаю, это вряд ли вас удивит. В масонах побывали достаточно умные люди и известные.
Ну и современное, да, советский кинематограф ничуть не меньше был подвержен этой замечательной идее. Мы все помним, да, помним четверку неуловимых. Ну и как бы вот наши поляки тоже, вот они создали интересный фильм, где есть четверка персонажей, ну и добавочный такой интересный еще персонаж. Вот такие дела пироги. Так что все это работает сегодня. Ну да, и в современности тоже, пожалуйста. А блокбастеры, как правило, строятся на том же самом сочетании, на том же самом взаимодействии. Все это потому, что каждый из характеров несет в себе некие черты, понятные каждому из нас. У каждого из нас герой каждого фильма является в чем-то кумиром, так скажем. Особенно мне нравится вот разделение у Джоан Роулинг. Все это очень интересно. У нее прямо 4 факультета в Хогвартсе, да. То есть мы видим явный огонь — это Гриффиндор. Явная вода, такие черные, тайные, скрытые под глубинами эмоций мысли — это Слизерин. Пуффендуй и Когтевран, да, если брать русскоязычные названия. Я думаю, что если вы любите эти книжки, если вы читали детям, да, либо сами читали, либо смотрели кино, очень советую и рекомендую. Просмотр современной масс-культуры помогает оттачивать свое чувство узнавания этих стихий в этих персонажах, что очень поможет вам впоследствии видеть, что происходит в нашем мире через призму этих стихий, через призму карт Таро. Вы постепенно со временем научитесь видеть взаимодействие этих 4 стихий, этих 4 мастей везде вокруг себя. Как в произведениях, где это просто четко, ярко выражено, прям в доступной форме, да, так и среди своих знакомых в реальной жизни. Особенно если вы еще приобретете привычку знать дату рождения человека, что очень поможет базово ощутить хотя бы его стихию. Вот такие дела пироги. Так что коротенько вот вам про типы темперамента, про понимание огня, земли, воды и воздуха. Теперь давайте вернемся к картам Таро. Да? Во-первых, было бы неплохо изучить чуть-чуть нумерологию. Я не подталкиваю вас к мысли о том, что как картам Таро еще и нумерологию надо знать. Тут мало этой астрологии, мало алхимии с этими стихиями, да? Тут еще нужно ну, хотелось бы. В принципе, Уэйд сделал гигантский шаг вперед. Он просто взял нумерологические ощущения от каждой цифры, да, и примерно вписал в ту стихию, как он ее видел, да. В чем-то он видел ее правильно, в чем-то мы должны понимать, что видение стихии и той сценки, которая изображена на картах, отстает от нас примерно лет на 100. Да, то есть люди-то уже другие, да, и стихии уже чуть-чуть сместились. Плюс как бы в 20 лет назад произошел переход из одной эры в другую, из эры рыб в эру водолея, да, и сейчас стихии, они как бы чуть-чуть перетекают одна в другую, окрашивают друг дружку. Все это, скажем так, приобретает воздушный оттенок, да, так как мы находимся уже в эре Водолея, вернее, в начальной ее стадии, в стадии близнецов еще пока, да, то есть это вот равенство прав, это распространение информации, это выравнивание уровня жизни примерно до одинакового уровня, до подтягивания бедных стран до уровня хотя бы средних, да, то есть попытка вот сделать всех равными. Идеи коммунизма и социализма, которые сейчас вот в последние 100 лет очень активно распространяются, да, если сравнить со средними веками, где все строилось на разнице, да, в том, что есть богатые и бедные, и оно правильно, справедливо и так и должно быть, да, то сейчас мы с вами видим переход к видению мира в такую более плоскую.
структуру более равномерную. Вот. Поэтому важно понимать, как в нашем социуме теперь будут разворачиваться все эти 4 стихии, все эти 4 масти. Вот. А то, что эти младшие арканы — это путь развития человека внутри некоего занятия, да, внутри некой ситуации, будет видно по тому, как развиваются эти арканы. То есть, если старшие арканы — это просто то, во что человек погружен, некие высшие идеи, которые не особо зависят от той ситуации, в которой человек оказался, то младшие, они более плоские. Это наш бытовой срез жизни. Это просто вот то, в чем вы сейчас варитесь, да? Вот. Например, жезлы, либо огонь, либо социум, они показывают, что человек может думать о работе, допустим. Так как общение в социуме у нас чаще всего происходит по рабочим вопросам. Почему огонь — это социум, почему это именно работа? Вроде бы логично думать, что работа — это деньги, да, это пентакли, да? Но я считаю, что работа у нас больше связана с понятием социума. От того, что в социуме происходят именно огненные движения. Что такое огненное движение и огненная стихия? Это обмен энергиями. Огонь, в принципе, как физико-химический процесс, да, это высвобождение энергии из твердого, сжатого состояния, да, из такого стабильного. То есть это дерево, уголь, нефть, газ, да, вот оно горит, высвобождается и отдает энергию туда, где ее меньше. То есть воздух, туда, где холодно, да, переходит часть энергии. Если мы берем социум, то взаимодействие в социуме построено примерно на таком же принципе. У кого-то есть желание что-то сделать, и он пытается впихнуть это желание в ту нишу, где этого желания мало, меньше. То есть вот закон сохранения энергии — это закон взаимодействия в социуме. Да? То есть, к примеру, по работе у вас есть желание что-то кушать, заработать денег, чтобы купить себе этой еды, да? А у какого-то человека есть желание, чтобы вы пришли к нему на работу, сделали за него некое дело, да, которое он потом продаст, да, то есть он вас нанимает на работу, потому что у него есть желание, чтобы за него кто-то что-то сделал. И вот этот обмен энергиями, у вас есть желание, как энергия, заработать денег, да, а у него есть желание заплатить вам эти деньги за какую-то работу. Взаимообмен этих энергий и происходит в движении социума. Вот. Но если мы чего-то хотим, мы должны другого человека убедить, что как бы он с нами должен чем-то поделиться. Либо своим желанием, либо своими деньгами, либо своим вниманием, своим временем взамен чего-то. Это понятие торговли, это понятие манипуляции, убеждения человека не то чтобы словом, а скорее попытка заразить его идеей. Вот. Антонина, здравствуйте. Роман, я весы, но у меня в натальной карте одна вода. Всегда ли солнечный знак точная характеристика? Нет, конечно. Солнечный знак — это характеристика сознания человека. Каким образом человек, ну, скажем так, не то чтобы мыслит, да, осознает все с ним происходящее. Осознает он, если у вас много воды, то вы просто человек эмоциональный. Если у вас солнечный знак в весах, да, значит вы человек, который все свои эмоции видит через разумную призму и пытается его осмыслить с помощью воздушного знака, знака весов. Тем более знак весов — это знак взаимодействия с другим человеком, да, по пониманию желаний другого человека. То есть, ну вот, это скорее астрологический вопрос, поэтому не совсем ко мне. Я скорее таролог, нежели астролог. Хорошо. Собственно, стихия огня, желание обмена энергиями. Почему туз единица? Единица либо туз — это просто в целом ощущение стихии. На тузах мы видим, скажем так,
тут отсутствует сценка, да, отсутствует персонаж. Здесь нет людей. Здесь есть скорее ярко выраженный символ каждой из стихий, да? Вот. Причем вот эти руки, которые из облаков высунулись и держат вот это символ стихий, это аллегория божественной воли. То есть нам сверху дают вот эту стихию, вот, с которой мы впоследствии имеем дело. Она пока не выражена ни в чем, либо во всем сразу, да? То есть, если мы будем говорить про жезлы, то это в целом желание. Общение социума – это обмен желаниями. Ну, как мне видится, допустим, да? К примеру, огонь, украденный у Гефеста, это так называемый огонь жизни. И у людей по античным мифам не было толком жизни, пока Прометей не вдул в них этот огонь, да, он, как бы, этот огонь виден у людей в глазах. Вот, люди, они как бы были созданы там из чего? Из глины, да, только с помощью огня удалось их возродить к жизни, так скажем. Вот это желание жить, о, слышали, да? Желание жить, да? Это вот есть то самое основное желание человека, которое помогает ему взаимодействовать с другими людьми. Очень часто мы слышим, что одним из страшных наказаний в античности, в древние времена было изгнание человека из общества, остракизм, да? Это попытка погасить его огонь, да, если человек не взаимодействует с другими людьми, если у него нет надежды на то, что он как-то сможет повлиять на то, что происходит в мире, а когда человек живет только ради себя, он понимает, что он влияет только на себя и теряет смысл жизни. Ну так скажем. Вот. Огонь – это постоянное желание двигаться вперед, постоянное желание расти. Если мы возьмем спичку, да, либо какую-то веточку и подожжем, и она будет гореть, двигаться все выше, 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 дальше, дальше, дальше. Опять же, замерший, законсервированный, неподвижный огонь, он у нас просто отсутствует. Ну, скажем так, есть такой огонь, да, так как одно из 4 положений огня это вот ну так скажем, плазма, да, то есть это скорее такая водный огонь. Причем, заметьте, в каждой стихии есть что-то такое от другой стихии. Все это взаимосвязано. А на материальном уровне все наши 4 стихии сплетаются вместе и взаимодействуют вместе. Поэтому есть 4 агрегатных состояния каждой из стихий. Да? К примеру, если мы возьмем огонь, либо камень, да, есть твердый камень, это вот просто земля, да, земля. Есть земля-воздух, воздушная земля это пыль, да, которая летает в воздухе, это вот ощущение воздушной земли. Есть водная земля, да, это грязь, да, в которой можно утонуть. Вот, либо зыбучие пески, тоже вот ощущение водного чего-то. И есть огненная земля, да, это вот лава из вулканов, которая... То есть в каждой стихии есть что-то от другой стихии. Ее агрегатное состояние. Вот, поэтому взаимодействие этих стихий, оно и отражает в целом взаимодействие всего социума. Если мы берем средневековье, да, то там было относительно условное, но достаточно четкое разделение на 4 сословия, да. Каждое из сословий можно примерно впихнуть в ощущение стихии. Конечно, само собой, это приблизительно, это в общем, да, но тем не менее, это работает. Это очень похоже на касты в Индии, да. Можно вернуться к первой лекции, да. В первой лекции у меня есть более подробный рассказ о 4 кастах, о сословиях. Но если разделить по, скажем так, младшим арканам, Земля или Пентакли – это те, кто производит некий продукт, что-то делает, да, то, что можно взять в руки, то, что можно потом продать. То есть он что-то накапливает, ну вот эту энергию в виде
формы, в виде чего-то, да, чего-то материального, зримого, ощутимого, присутствующего в нашей материальной жизни. Скажем так, материал. С материалом уже можно что-то делать, да? Например, земледелец, он выращивает зерно, да? Гончар, он делает продукт, да? Вот. Поэтому земля это скорее производство, да? Это производство продукта, так скажем, если очень плоско, очень условно, да? Дальше мы берем огонь. Огонь это то, что с этим продуктом можно потом сделать. Переместить оттуда, где его много, туда, где его мало. Этим занимались торговцы, купцы, которые постоянно курсировали вперед-назад, были в постоянном движении. Волка ноги кормят, да? Если ты хочешь заработать, ты должен поехать туда, где этого много и можно купить дешево, перевести туда, где этого мало и можно продать дорого, на процент жить, да? Это, скажем так, купцы и те, кто занимался распространением чего угодно. Соцсети — это очень огненное ощущение, да. Кроме того, что они работают с информацией по воздуху, это еще и общение внутри социума. Это желание узнать, что у кого там, как дела, да. Зачем человеку нужно знать, какое место он занимает в социуме, чтобы сравнить, где больше, где меньше, где можно по этим энергиям у кого откусить чуть-чуть побольше себе, чтобы у тебя тоже стало больше, чтобы ты тоже чуть выровнялся. Поэтому в соцсетях всегда сравнивают друг с дружкой всегда. Поэтому соцсети очень хорошо работают на понятии знакомых с детства людей. Да? То есть вот те же одноклассники, тот же самый Facebook. Ну, началось все с Фейсбука, конечно. Почему? Потому что Facebook это было сборище таких одноклассников. Людям интересно узнать, как человек за 2, 3, 4, 5, 10 лет изменился, как он был в школе и кем он стал сейчас, как он вырос, как с ним теперь можно взаимодействовать по старым связям, по старым знакомствам. Поэтому и Одноклассники тоже сработали, да, и ВКонтакте, и вот все эти соцсети, они теперь работают вот на таких взаимосвязях. Одна из самых огненных соцсетей, это, конечно, Инстаграм, да, там, где люди в прямом смысле слова показывают свой социальный статус, хвастаются вот этими бриллиантами, курортами и прочими понтами, да, для того, чтобы придать себе статуса. Для того, чтобы показать, что у меня чего-то больше, чем у тебя. Вот это явное, типичное ощущение огня. Все купцы, как мы знаем, они очень любят золото и драгоценности, накопленные, скажем так, сконцентрированные ценности. Вот. Но это уже ближе к Земле, так скажем. Это уже идет переход из одной энергии в другую. Да? Энергия перетекает в материальное воплощение. Это уже у нас идут эти пентакли. Но это попозже. Поэтому можно сказать, что активная жизнедеятельность и ощущение торговли у Уэйта очень точно схватываются именно в ощущении жезлов. Можно ли сказать, что туз это потенциал? Да, вполне. Это, скажем так, все в одном. Это те возможности, которые нам дают некоторые идеи, да, то есть, ну вот, допустим, жезлы, огонь. Это просто желание двигаться, желание что-то делать. Это просто желание жить. Как именно жить, в какой форме, с какими мыслями, с какими эмоциями, это уже второе. Сначала человек просто испытывает желание. Он рождается, в принципе, с желанием жить. Без желания жить человек сразу умирает от того, что он не видит смысла в обменах этих жидкостей и прочего, да, то есть если перестают работать взаимосвязи в организме, если перестает работать процесс обмена веществ, то организм умирает от того, что не растет, не развивается, не меняется, так скажем. Вот, хорошо. Итак, в целом это ощущение огня, движения,
И самое важное, обмена энергиями. То есть где-то больше, где-то меньше. Почему происходит обмен энергии? От того, что в одном месте больше, в другом меньше. Энергия перетекает оттуда, где много, в туда, где мало. Вот, поэтому основная задача торговцев и как бы смысл их жизни — распространить товары от производителей покупателям. Потому что у покупателей мало, а у производителей много. Ну и, соответственно, обратный оборот денег. Да? У покупателей денег много, у производителей денег мало. Ну, вот этот взаимообмен веществ и происходит вот в социуме. Мы идем на работу с огромным желанием денег заработать. У нас денег мало, у работодателя денег много. Вот. Вот такие дела. Ну и, соответственно, у нас сил много, а у работодателя сил мало. От того, что работников ему нужно много, сам он не в состоянии. У него нет столько сил производить столько товара, сколько могут производить наемные работники. Вот. Поэтому вот у вас и идет такой взаимообмен. Поэтому социум — это ты мне, я тебе. Это торговля. Самые социально активные слои населения — это именно торговцы. Они летают вперед-назад между разными слоями. Торговля, по крайней мере в современном мире, объединяет людей. Да? Хорошо, значит, что такое? В целом и в общем мы прочувствовали энергию жезлов, энергию огня, движения, желание расти. Почему палочка с листиками? Потому что это неуемная энергия, которая растет. Это вот тот росток, который пробивает асфальт. Хорошо, человек испытывает некое желание. Он чувствует, что там больше, здесь меньше. От чего он это чувствует? От того, что по двойке? Что такое двойка? Вот если он испытывает просто одно желание, да? Он думает, я хочу кушать. Надо найти работу, чтобы заработать денег, чтобы покушать. Он идет к другому человеку, у которого есть другое желание. У вас есть желание денег заработать. Вам нужно пообщаться с человеком, который имеет желание дать вам эти деньги взамен за что-то. Да? Поэтому взаимодействие двух желаний — это первое, с чем сталкивается человек при осуществлении своего желания. Это некие планы. Если мы берем, допустим, торговца, да, пусть, значит, главным персонажем в нашей линии будет именно торговец, купец, как человек наиболее приближенный к энергии огня. Это такой активный элемент жизнедеятельности, такой холерик, скажем так, да. Если это купец, то он имеет некий товар, имеет желание сбыть этот товар. Он должен понять, где у кого есть желание приобрести, купить этот товар. Почему этот товарищ держит в руках глобус? Я думаю, вам видно, да? Почему он держит глобус? Он планирует. Это планы. Двойка — это не то, чтобы какие-то конкретные шаги. Это планирование, проработка дальнейших действий. Да? То есть вот я знаю, что у меня все склады забиты чаем, да? Вот. А тут никто чай покупать не хочет. Поэтому надо спланировать, где бы этот чай продать. Да? Поэтому надо ехать, плыть в Англию, да, из Китая в Англию и продавать этот чай. Поэтому двойка выражает как бы противодействие двух разных элементов. Где много, где меньше. Это своего рода сравнение желаний. Мои желания и твои желания. Мое желание чай продать, твое желание чай купить. Вот. Пока тут нет такого явного активного взаимодействия. Это скорее еще пока планирование. Это сравнение, как вот весы, да? Ты сравниваешь что и как. Вот. Основной процесс — это выяснение, в какую сторону тебе нужно двигаться. Какие-то определенные шаги нужно спланировать. Я не говорю, что двойка — это начало действия. Это скорее, умный человек, он сначала свои действия будет планировать. Если он по тузу имеет желание что-то сделать, по двойке он должен спланировать вообще, в какую сторону нам двигаться. Конечно, торговец может взять свой товар, загрузить полные трюмы и просто поплыть куда-нибудь.
где-нибудь продам. Ну, мало ли, там кто-нибудь за углом скажет, а вот мне чай нужен, продай ко мне, да, я знаю, что у тебя их много. Нет, он должен спланировать, он должен заранее все продумать. Поэтому двойка — это скорее ощущение будущего, которое сначала нужно заглянуть, надо продумать. Этот этап проходить никак нельзя. Это понимание того, что вот там больше, там меньше. На этом этапе всегда идет сравнение. Если вы выбираете, куда пойти на работу, вы не просто ищете себе первое попавшееся место. Ну, кто-то, конечно, ищет, да, просто вот взял газету с объявлениями, тыкнул пальцем, вот туда и пойду работать. Какая разница, вот есть вариант, вроде подходит, нормально прокатит, да. То есть человек рынка не видит в целом, рынка услуги, да. Но если ты сравниваешь два, смотришь, ага, а тут есть два, где больше, где меньше, где больше платят, где меньше работать надо, да, то есть идет сравнение. Это не то чтобы взаимодействие между тобой и кем-то еще. Это еще и сравнение в самом предмете. Да? То есть, если ты хочешь что-то кому-то продать, ты должен понять, единственный это покупатель, либо может быть кто-то еще. То есть нужно спланировать. Нельзя бездумно начинать и делать сразу что-то. Просто потому, что у тебя есть желание. Вот. Нужно продумать, спланировать. Поэтому двойка — это скорее ощущение чего-то еще. Если по единице мы просто сталкиваемся с чем-то, то по двойке мы понимаем, что есть варианты. Вот. Двойка — это двойственность, это понимание того, что не все так однозначно. Надо подумать. Можете вы потом смогли бы рассказать различия фона в картах белый, голубой, желтый? Позже, когда буду сравнивать все карты, да, стихии, то вполне можно будет. Ну, к примеру, темный фон — это плохо, светлый — хорошо, золотой — это благородство помыслов. Но должен сказать, что Уэйт не придавал прям такого глубокого-глубокого прям значения этим фонам, да? Потому как, ну, для колоды Уэйта характерно в целом понимание, о чем тут речь идет, что за персонаж и что за сценка, что он делает. Тут купец планирует свои дальнейшие действия. Он держит шарик земной и смотрит, куда нам плыть. Он сравнивает, сюда плохо плыть, сюда получше. То есть это варианты, это проработка вариантов, проработка будущего. Здесь, если ты просто хочешь по огню что-то сделать, если ты просто будешь как дурной бегать, да, то как бы ты энергию-то выработаешь, но ты по итогу ничего и не получишь, да, ты вернешься на то же самое место, с которого начал. Чтобы сделать это результативно, ты должен стремиться к какому-то результату. Для этого ты должен выбрать из двух своих желаний. Вот хочется мне продать что-то кому-то. Либо, ну хорошо, на работу пойти, устроиться, да. Вот есть два предложения. Ты должен сравнить свои желания, в какое место мне хочется пойти. Сюда, от того, что тут больше платят, ближе к дому и меньше работать, либо сюда. Тут меньше платят, дальше ехать и работа сложнее. Как бы выбор у тебя очевиден, да? Но ты должен это сделать, ты должен сделать этот выбор. Вот, поэтому двойка — это скорее взаимодействие разнонаправленных элементов. Всегда нужно сравнивать. То есть дуальность, если вы чуть-чуть знакомы с философским понятием дуализма, да, вот это он и есть. Что такое понятие двойки? Это вот что-то было, тебе не с чем особо было сравнивать, да, а потом у тебя появилось что-то еще. Ага, уже можно сравнивать. Вот есть правая рука, есть левая рука. Их можно сравнить. Одна лучше ложку держит, вторая лучше в камеру тычет, да, ну вот что-то такое. Вот. Всегда можно сравнивать. Особенно, если речь идет о своих желаниях. Опять же, мы тут с вами видим красная белая роза. Если помните, это символ войн красный белый роз. Да? То есть, в принципе, это ощущение того, что речь-то об одном и том же. Да? Но можно сравнивать. Всегда можно сравнить. Всегда можно разделить свое желание на какое-то сравнимое с другим. По тройке жезлов, ну, допустим, человек определился со своим желанием. Вот тут уже можно начинать действовать. От того, что двойственность — это сравнение, а тройственность — это то, что может проистекать из взаимодействия двух этих компонентов. Да? Вот есть мое желание заработать больше,
твое желание заплатить мне меньше. Нужно поторговаться. Нужно прийти к какому-то определенному желанию, да? Это принцип торговли. Это принцип понимания того, что если как бы ты видишь некое желание, ты должен сравнить его с другим и прийти к какому-то выводу. Ты должен сравнить, ты должен выбрать, да? Тут человек загрузил своим товаром трюмы и отправил. Окей, он начал действовать. Если по двойке мы сидели дома и планировали свои действия, сравнивали варианты, то по тройке мы пришли к консенсусу, мы пришли к какому-то выводу. Мы созвонились с работодателями, мы поняли, так, вот этот вариант мы проработали, отзвонили не очень. Этот вариант мы проработали, отзвонили, о, это нормально, да, окей. Останавливаемся на нашем желании. То есть наше желание перешло в какое-то практическое русло. Мы поняли путь, по которому мы будем идти, мы начали двигаться. То есть, видите, движение не происходит сразу. Сначала мы ощущаем в целом стихию, да, ощущаем желание, допустим. Затем мы ощущаем двойственность этого желания, что мы не просто так что-то хотим. Мы хотим по какому-то критерию, по какому-то параметру, поэтому эти параметры вообще-то надо сравнивать. Если мы сравнили, мы сделали выбор. Ага, это мне нравится больше, значит мы движемся сюда. Фон золотой, это значит, что человек в своем выборе должен руководствоваться благими помыслами. Золотой фон — это всегда благие, благочестивые помыслы, да, сознательные. Опять же, он должен делать выбор свой сознательно, головой. Вот такие дела, пироги. Так, хорошо. Дальше, что у нас идет? Человек ощутил, что у него есть некоторое движение вперед, есть консенсус, он договорился с другим человеком по поводу того, как им вместе взаимодействовать. Да? Допустим, один раз корабли сплавали, вот, и это принесло ожидаемый результат. Желание, к которому пришли обе стороны взаимодействия, вылилось в некое общее желание, да, то есть по торговле мы что должны делать? Мы должны прийти к консенсусу. Моя цена такая, твоя цена вот такая. Давай торговаться. Я защищаю свое желание получить больше денег, покупатель защищает свое желание заплатить мне меньше денег. Мы должны прийти к середине, к равновесию, к консенсусу, к общей цене, к договоренной цене. По тройке к этой цене мы прийти можем. По тройке мы можем прийти к определенному желанию, которое устроит обе стороны. Да? В принципе, это даже некий промежуточный итог. Это вроде как бы успех, да? Я делаю то, что я хочу, ты делаешь то, что ты хочешь. Мы взаимодействуем, у нас что-то выходит, да? Мы договариваемся друг с другом о каких-то определенных устраивающих обоих действиях. Если вариант нравится обоим, мы пытаемся его повторить, да? Слушай, хорошо получилось, давай еще раз, окей. Четверка. Вот это теперь ощущение стабильности. Почему стабильность? А чего четверка это стабильность? Что это за 4 палки и вот какие-то там висят цветы, фрукты, ягоды? Это праздник середины лета. Либо это вот я забыл скачать картинку, я хотел вам показать картинку, но мало того, что не скачал картинку, еще и забыл, как это дело у древних иудеев называлось. 4 шеста, вбитых в землю, либо поставленных в храме, на которых висят гирлянды цветов и фруктов, под этим таким вот сооружением молодожены давали друг другу клятву. Там в богатстве и в бедности, в болезни и здравии, до самой смерти мы с тобой будем вместе строить дом. В иудаизме молодые брачующиеся, да, они давали друг другу клятву вместе строить дом. Либо мужчина давал женщине клятву построить дом. Вот. И вот эти 4 шеста, они и символизировали тот будущий дом, о котором так интересно рассказывает жених
а, невесте, будущей жене, да? То есть это некое ощущение стабильности. Это вообще, что делали на бракосочетании. Человек дает другому человеку клятву стабильности. Клятву того, что он всегда будет рядом с ним. Всегда будет заботиться, всегда вместе, всегда на постоянной основе. Но это не то, что есть уже. Это то обещание, которое он дает на будущее, да, то есть ясно, что путь еще не пройден, дом этот еще не построен, но он уже обещан, то есть он уже как бы незримо присутствует. Это некая стабильность, которая устраивает обоих, и на которой уже можно что-то накручивать, строить уже, да, это как бы каркас того будущего, которое вы будете строить вместе с человеком. Почему четверка это стабильность? В нумерологии, к примеру, что такое 4? Это вот раз, два, три, четыре угла, уже как бы чувствуется некая повторяемость действий. Знаете, как если в лифте ходишь по кругу, вот ощущение того, что вот одно и то же, да? Если мы берем, помните в цирке на колесе ездит клоун, да? Такой велосипед с одним колесом. Он должен все время двигаться, все время шуршать, чтобы не упасть, да? Это вот этот самый жезл, да? Двойка, два колеса. Человек должен находиться в постоянном движении, но уже в таком более спокойном, более в целенаправленном, да? То есть, если по единице он на этом колесе должен вперед-назад ездить, чтобы не упасть, либо по кругу, да, как вот в цирке, то на двух колесах он уже ехать может более или менее стабильно, но если он остановится, он упадет. Велосипед, чтобы сохранять равновесие, он должен все время двигаться, все время ехать вперед. Относительную стабильность дает третье колесо, которым, ну вот дети, да, ездят на трехколесном от того, что им вроде бы можно было бы ездить и на четырехколесном велике, да, но задача детей научиться ездить подвижно, да, поэтому трехколесный велосипед это такая стадия между стабильностью и постоянным движением, вот. Поэтому по тройке на трехногом табурете сидеть, конечно, можно. Но штука такая шаткая. Чуть что, он как бы раз и на сторону, да. То есть, в принципе, посидеть и переждать на один раз присесть можно. Дальше фиг его знает, что там такое. Вот четверка это уже что-то более или менее стабильное. Более или менее ощущение есть такое вот то, что ты точно если оставишь в покое, оно, по крайней мере, падать не будет. Вот. Например, машина, да, если она стоит на четырех колесах, даже если она не едет, даже если она просто стоит, мотор не работает, то она, по крайней мере, стабильно стоит на месте. Есть ощущение того, что это может двигаться, что это двигается вообще, да, что это движущаяся повозка, да. Но вот это ощущение стабильности, оно обманчивое, оно, скажем так, подразумевающее собой продолжение. Потому что, во-первых, это праздник середины лета. Вся работа еще не переделана. Да, то есть это как бы вот сейчас просто такой краткий промежуток, где вроде все прополото, все выросло, да, вроде ничего сажать, пропалывать, поливать не надо, уже есть плоды, но они еще не до конца созрели. Можно подождать, пока они дозреют перед уборкой. Еще есть время до уборки, да, вот эти пару дней можно просто ничего не делать, праздновать, да, радоваться жизни. Это такое ощущение спокойствия, которое скоро должно кончиться. Вот. А можно как составить свою натальную карту? Лучше всего составить свою натальную карту можно у астролога. Самому составить можно в онлайн-сервисах свою натальную карту, но в этом ничего не поймете, а то, что там очень общие значения даются. Вот. Вот такие дела. Значит, поэтому четверка это такое вот ощущение стабильности, но несколько обманчивой стабильности от того, что она явно несет оттенок движения вперед, последовательного действия потом.
Опять же, скучно долго сидеть на месте. Огонь не может долго находиться на одном месте. Если у вас система ваших поставок, вон там кораблики, да, система поставок налажена, все работает как часы. Из месяца в месяц вы получаете стабильную, постоянную прибыль, которая не растет. Для любого торговца это грустно от того, что, ну да, я достиг там определенного заработка, но желание торговца это все время двигаться, это все время расти. Поэтому любая прибыль должна постоянно расти. Все время хочется, чтобы процентик рос. Поэтому долго в четвертой карте находиться огню не очень хочется. Нужно что-то делать. Потому что данные обещания, это, конечно, хорошо, но хотелось бы что-то делать, да? Огонь не любит находиться в стабильном состоянии долго. А, По значениям карт, к примеру, да, я еще буду делать определенные отдельные выпуски по значениям карт. Сначала нужно вот ухватить ощущения карт. Допустим, это временное жилье, да? Оно, ну вот палатка, 4 колышка и полок, да, это то место, где можно переночевать в середине пути, да, то есть явно, что это не дом, это такое что-то временное, это то, что можно быстро выстроить, да, оно относительно стабильно, но долго ты там сидеть не будешь от того, что тебе еще идти дальше нужно, да. Вот эта палатка, допустим, может ощущаться, да, это съемное жилье, в котором ты можешь жить, пока не заработаешь себе столько денег, чтобы построить свой дом, который ты пообещал своей жене, когда вы с ней женились. Жить долго в съемном жилье, ну такое себе. Молодожены могут пожить в съемном жилье, да, но как бы поэтому эта карта еще и имеет оттенок значения порой. Молодежь, молодожены, свадьба, брак, то есть что-то такое. Ну это опять же такие второй, третий, пятый смысл карты. Основной смысл карты это стабильность на середине пути, относительная стабильность, из которой нужно будет двигаться дальше. Человек в палатке знает, что он всю жизнь в этой палатке жить не будет. Он переночует, это вот стабильно ночь переспать и дальше двигаться с утра. Пятерка жезлов. По этой карте, опять же, забыл картинку, да? Да, я не очень к сегодняшней лекции подготовился, выдаю в основном те значения, которые у меня наработаны. А по этой карте есть даже у меня где-то отдельная картинка, вряд ли я ее сейчас быстро найду. Уэйт ее срисовал с гравюр венецианских, если я не ошибаюсь. В Венеции до сих пор есть традиция драки на палках. Дело в том, что Венеция, как вы знаете, это город на воде, да, и там кварталы, районы поделены между собой каналами. Есть мостики через эти каналы. Вот. И у них была такая интересная традиция в средние века. Они дрались, ну как это, знаете, как в русских селах, стенка на стенку, да? Вот в Венеции люди то ли каждую субботу, то ли каждые выходные, они выходили на эти мостики драться. Там до сих пор есть такие специальные, как бы, вырезанные в камне следы, где должен был стать один главный герой со стороны, допустим, квартала кожевенников, да, и напротив другой главный герой, самый главный борец, да, там со стороны кузнецов, допустим, да, вот наши против ваших. Дрались они палками, ножи и прочее колющее, режущее было запрещено. Дрались палками, чтобы не убиться. Поэтому это, скажем так, был такой средневековый спорт. Власти Венеции все это дело поощряли. Там прям чуть ли не соревнования по этому делу проходили. Там за наших, за ваших болели. Все одевались в одежды своих кварталах, чтобы в суматохе драки можно было различить. Да? То есть такое вот разделение нас не на касты, скорее на группы такое. Да? Смыслом всего этого действия было не захватить чужую территорию, либо трофеи, как в любой другой войне. Смыслом тут было доказать противнику, что мы круче вас, да, что у нас палка длиннее.
Это прям один в один списанная гравюра, она, ну, не то чтобы широко известна, но она, ну, как бы я эту гравюру видел, она где-то у меня есть на компе, долго искать. Смысл в том, что это спорт. Это ради удовольствия. Это не ради того, чтобы получить некий трофей. Это ради того, чтобы доказать противнику, что ты круче. Мы с вами видим конкуренцию. Мы с вами видим соцсоревнования. Драка ради драки, просто потому, что нравится сам процесс. Огонь — это стихия, которая постоянно движется вперед. Ей нужно движение. Если вы с конкурентами по четверке, допустим, да, находитесь в постоянном и равномерном взаимодействии, да, как вот там Coca-Cola с Pepsi, да, у вас свои покупатели, у нас свои. Ну, это скучно, да? А вот начинаются какие-то торговые войны, соревнования с конкурентами. Мы знаем, что у вас цены выше, поэтому мы свои цены еще ниже сбросим и переманим к себе ваших покупателей, да, а мы тоже, вот, мы тоже не лыком шиты, мы там скидки придумаем, там, по субботам, допустим, да, либо вот какой-то новый товар в линейке выпустим. В принципе, это тот принцип, который очень полезен для стихии огня. Это постоянное желание расти, двигаться, соревноваться. Это вот вообще спорт. Что такое спорт? Это соревнование с другим человеком, кто круче. Ну и, соответственно, все другие смотрят и понимают, вот этот наш, да, я чувствую единство с этой стороной, с этим человеком, я за этого человека буду болеть, это вот наш социум, это наши, а вот там противники, и мы им сейчас покажем, да, ну вот всякое такое. Вот, добрый вечер, здравствуйте, Наталья. Вот, то есть, собственно, по этой пятерке мы видим желание двигаться вперед. От того, что стабильность это, конечно, хорошо, но для огня стабильность это такое себе, да? Скорее, это вынужденная карта. Это понятно, что праздник, но для того, чтобы жить, нужно двигаться, да? Волка ноги кормят, мы помним, но по огню движение это жизнь. Нравится соревноваться, окей, мы будем двигаться. То есть, смотрите, что такое четверка? Это 4 колеса у машины, которая стабильно стоит на этих колесах и никуда на бок не падает. Хорошо, вроде бы, ну, хорошая ситуация, да? Но смысл машины в том, чтобы ехать. Что нужно сделать, чтобы с четверки перейти в пятерку, чтобы продвинуться дальше? Нужно сообразить, что смысл машины в том, чтобы двигать этими колесами, чтобы ехать. А в этом помощник мотор. Поэтому нужно завести мотор, нужно что-то начать делать, чтобы эти колеса начали двигаться. Поэтому из любого стабильного положения огонь пытается развиться куда-то дальше. Если вы огородите кострище камнями и оставите огонь в покое, он потухнет, он сожрет все, что там есть, и эта стабильность у него закончится. Стабильность по огню, она приходящая, она временная. Из нее нужно двигаться еще, нужно что-то вбросить в огонь, чтобы он рос дальше, чтобы он двигался. Вот. Поэтому по пятерке мы видим такое нормальное желание человека доказать что-то другим. Если у вас с вашим соседом все одинаково, а одинаковые машины, а одинаковые дома, а одинаковые там жены, мужья, дети ходят в одну и ту же школу, в одно и то же одеты с одним и тем же ранцем, ну это скучно, да? Ну понятно, скучно. Смысл социума в том, что ты сравниваешь, у кого там ребенок лучше одет, и пытаешься своего одеть лучше. Чтобы соседи тоже видели, что мы как бы тоже можем, да, у нас ребенок тоже может там с золотыми сережками и с айфоном в школу ходить. Желание быть выше других. Нормальное желание социума. Любой купец хочет заработать еще больше денег. Желание всегда растет. То желание, которое не растет, это желание умереть. Это желание спокойствия, стабильности. Это не огненное желание. Я читала, что у пятерки второй это карты кризиса. Есть ли какой-то кризисный момент в жезлах или просто конкуренция? Кризисный момент в жезлах это скорее стабильность. От того, что если ты не будешь ничего делать по жезлам, то огонь кончится.
Это вот то обещание, которое дал молодожен под этими цветами своей жене будущей, да, невесте. Если он будет ее постоянно кормить только обещаниями, либо если они будут все время находиться под этим пологом в этой палаточке, да, то как бы это кончится ничем. Вот, она так и не сможет родить ребенка, так как ребенка нужно рождать куда-то, в какое-то помещение, чтобы там можно было жить. Пустыми обещаниями сыт не будешь. Дать слово и держать его, оно, конечно, надо, но данное слово подразумевает, что тебе нужно двигаться. Смотрите, любое действие, оно кризисно по ощущению, кроме огня и кроме воздуха. Потому что воздух и огонь это подвижные стихии. Для них кризис именно в торможении. Поэтому пятерка это скорее ура, ура, на работу, да, вот что-то надо делать. Это желание драться, как у Портоса, да, я дерусь просто потому, что я дерусь, да, вот мне просто нравится сам процесс, и он просто дерется. Это скорее наращивать силу, да. Если энергию не выпускать, она будет гаснуть. Если качок, бодибилдер, не будет ходить и все время тягать это железо, он сдуется. Того, что рост перестанет расти, он просто... Вот. Поэтому по пятерке это не просто конкуренция, это конкуренция, которая составляет смысл твоего существования. Можно завязнуть и в пятерке. Если драться только ради драки, то очень часто, ну, как бы можно получить травму. Но если ты понимаешь, что тебе нужно подраться именно чтобы размяться, да, как бы сам процесс очень быстро перестает тебя интересовать, если он не заканчивается чем-то интересным, если ты не побеждаешь. Поэтому, кроме того, что ты должен конкурировать, у тебя еще должно быть нормальное, здоровое желание победить. Вот, не просто драться, но и выйти победителем из этой драки. Но если мы в пятерке видим саму драку, то в шестерке мы видим победителя. У Уэйта эта карта называется Триумфатор. И вообще, в чем смысл этой карты? В том, что человек в драке победил. Да? Он заборол всех конкурентов, он стал уважаемым человеком, да, выдающимся человеком. То есть по пятерке, в принципе, там все равны. Того, что все дерутся и пытаются выяснить, кто, у кого палка длиннее, кто может ее выше поднять. Выше поднять может триумфатор. Да? Тот, кто победил, тот может гордо другим продемонстрировать свои достоинства. Вот у меня палка длиннее, вот смотрите все. Вот как бы тот венок лавровый, которым я увенчан за победу. Поэтому шестерка это ощущение того, что вот я смог, я победил, у меня получилось что-то сделать. Более того, этой карте не присуща скромность. Если ты будешь скромничать, тебя очень быстро сожрут. В чем смысл социума? Смысл социума в том, что ты должен доказывать другим людям, что ты круче других. Если ты кого-то победил, ты сам это знаешь, ну как бы, ну окей, сам знаешь и что. Нужно именно, чтобы другие знали. Нужно делиться своим статусом с другими людьми. Я понимаю, что вам может быть не интересна тема того, что нужно как-то доказывать кому-то, что я крут, что я триумфатор, что я могу, что у меня палка длиннее, да? Вот, но если вам это не интересно, вы не огненный человек. Огненным людям по умолчанию интересно доказывать другим людям свою состоятельность. Поэтому они вот и демонстрируют свои достоинства. Вот эти медальки на груди, это чтобы другие видели, что ты крут. Вот этот BMW, да, Mercedes, Майбах, это не потому, что тебе нужно удобно доехать на работу, да, либо в ресторан. Это чтобы другие видели, что ты успешный человек, ты заборол конкурентов, заработал денег больше, чем другие, и можешь позволить себе Майбах. Ты на этом Майбахе едешь гордо, вальяжно, чтобы все видели, что вот он, я еду, да. Это крутые машины, на которых ездит человек, статусные вещи.
Причем это, ну, что-то на самом деле реальное, да? Если мы берем, к примеру, западный мир, да, то в западном мире, ну вот особенно если Штаты взять, да, Штаты очень воздушная страна, очень. Там прям, ну вот воздух-воздух. Для них важнее равенство. Для них важно показать, что ты настолько круче других, что тебе не надо это даже показывать. Все знают и так. Все знают и так, что ты богатый, все владеют этой инфой, тебе незачем это доказывать. Там богатые люди ходят в черных майках, в обычных кроссовках, в обычных джинсах, ездят на обычных машинах, просто при этом ворочают огромными деньгами, все об этом знают, им незачем доказывать другим людям, что они имеют эти деньги. Все и так знают, что Илон Маск может позволить себе майбах, может позволить себе 10 майбахов. У него нет этих майбахов от того, что они ему не нужны нафиг. Он и так знает, что все знают. Вот это воздух, это обмен информацией. А по огню ты должен видеть. Ты должен людям показывать, в чем твоя крутость, да? Вот. Это не гордость, это скорее умение показать другим людям, что ты в самом деле чего-то стоишь. Это уважаемый человек, это признание своих собственных заслуг. Это, ну, вот по шестерке не прокатывает ложная скромность. По шестерке человек не должен быть скромным. Он должен признавать свои же собственные заслуги открыто, явно, в социуме. Зачем? От того, что огонь и построен на том, что у кого-то больше, а у кого-то меньше. Огонь это обмен энергией. Ты должен давать другим понять, что у тебя эта энергия выше крыши. Что твое желание как бы круче желания вот всех тех ребят, которых ты заборол. Вот. Вот это такая очень хорошая и приятная для людей огня карта. Она такая очень огненная, очень приятная, да? Но важно помнить, что если ты завоевал некое место, от чего вот переход из пятерки в шестерку сложный, да? Но об этом, скажем так, мы, наверное, в следующих мастях поговорим от того, что он, ну, в огне не такой очевидный этот переход. Давайте лучше поговорим, что такое семерка. Если цифра 5 для нас более или менее понятно на примитивном уровне, мы видим с вами 5 пальцев, для нас это что-то цельное, да, то есть вот некое завершение этапа происходит при переходе от пятерки к шестерке. Мы переходим с одной руки на следующую. Вот у нас есть 5 пальцев, и вот шестой палец, да, это значит, что ты круче, чем все эти 5 пальцев. У тебя больше, чем можно удержать в одной руке, да. Ты уже можешь сам быть богатым человеком и давать людям деньги, да. Ты можешь показывать, что ты лучше, круче их. То есть, ну, это сравнимо. 5 ты ощущаешь интуитивно. Закрыв глаза, ты чувствуешь эти 5 пальцев. Шестой у тебя дает ощущение того, что это больше, чем ты можешь ощутить за раз. Больше, чем ты можешь взять одной рукой. Это что-то еще. Это избыток. Это больше, чем у кого-то. Да? Так вот, по семерке это не просто больше. 7 это уже следующее понятие. Это понимание того, что это просто много. Не больше, чем 5, а еще что. То есть еще больше. То есть вообще много. Цифра 7 в астрологии, в алхимии, в средневековых вообще взглядах имела ощущение множества. Много. То есть 5 примитивно можно увидеть. Одна рука и еще что-то. Да? И еще одна рука. Да? То есть это уже 6. А вот 7 это уже нужно что-то еще делать. Это слишком сложно, это много. Цифра 7 значила множество. Помните все эти поговорки, да? Седьмой сын седьмого сына. То есть, ну, очень продолжительный род, очень давно, да? На седьмом небе, это значит очень высоко. 7 раз отмерь, один отрежь, то есть, значит, много раз проверь, только после этого делай, да? Семеро одного не ждут, много народу не ждет одного человека, да? Цифра 7 это много. Ты понимаешь, что вообще ты, конечно, крут, да? Ты что-то смог,
Вот, но этим все не заканчивается, так как огонь стихия подвижная, и ты понимаешь, что как бы у тебя есть одно желание, ты его осуществил, и у тебя появляется еще желание. Ты постоянно должен осуществлять свои новые желания, да? Восторг от приобретения нового Майбаха, от ощущения того, что ты смог купить себе новый Майбах, ты выехал и показал его людям, ну, вернее, себя, да, как бы вот, что я крутой, у меня есть Майбах, да, вот люди, смотрите, завидуйте, я гражданин, да. Ты понимаешь, что как бы вот я достиг, и что дальше? И появляется новое желание, что как бы, ну, надо еще, да, второй Майбах, да, либо Майбах более крутой, более новый. И ты понимаешь, что все оно очень нестабильно. По сути, что твои победы ведут к тому, что другие, вот из той группы товарищей, что внимательно следит за каждым твоим поворотом в этом Майбахе, да, подсиживают тебя, ждут удобного момента, чтобы подставить палку в колесо, чтобы спихнуть тебя с этой горы. 7 это много желаний, либо твоих собственных, которые ведут тебя к чему-то новому, к чему-то другому, либо желания других людей, которые постоянно пытаются тебя спихнуть с этих позиций, с насиженных. И ты понимаешь, что ты постоянно должен отбивать эти нападки. Ты должен постоянно реагировать, включать внимание и днем, и ночью от того, что желающих много. Этих желаний много. Даже если речь идет об общении в социуме, то людей много, и на твое место всегда есть много желающих. Даже если это не о социуме, а речь только о тебе, у тебя постоянно растут какие-то новые желания, которые ты должен выравнивать. Нет, нет, я не этого хочу, я сегодня этого хочу, да, то есть все время следить за собой. То есть человек по ходу удовлетворения своих желаний, он понимает, что вообще этим желанием нет конца. Только ты получил что-то одно, тут же у тебя просыпается новое желание. Вот, только вы купили новую шубу, муж вам новую шубу купил, да, тут же вы понимаете, что, ну, как бы хочется еще одну шубу, потому что, ну, шуб много быть не может. Вот. Мы с вами помним, что 7 это много. Вот, если помнить о прямых и перевернутых значениях карт, да, раньше я работал активно именно и с прямыми, и с перевернутыми значениями. Сейчас я работаю только с прямыми картами, да, просто потому что так лучше чувствуется, что для человека правильнее, да, я сейчас не буду на этом подробно как бы заострять внимание, но просто приведу пример, да. Например, прямое значение этой карты это упорство, да, человек упорно делает то, что ему нужно, да, отстаивает свои позиции. Он имеет свое место, он завоевал это место под солнцем, есть много желающих, они его спихивают. Он твердо стоит на своем. Упорство. Это хорошо. В перевернутом значении карта может значить упрямство, где ты отстаиваешь свое желание, хотя оно может быть ошибочным. Тебе люди доказывают: Вася, ты не прав, слезь с ветки, упадешь и расшибешься. Вот, а Вася кажется, что дерево трясут именно, чтобы он упал, да. Вот, то есть смысл в том, что одно и то же ощущение в перевернутом состоянии может значить то же самое, только в другую сторону. Упрямство и упорство. Это, в принципе, одно и то же. Это отстаивание своей точки зрения, отстаивание своей позиции перед самим собой, перед своими собственными множественными желаниями, да, вот выбрал одно решение, все, четко придерживаешься одного плана действий, одного мнения и твердо стоишь на своем. Но это же и упрямство. Если ситуация меняется, вводятся там какие-то новые данные, ты понимаешь, что да, жизнь течет и меняется, и если ты не будешь меняться вместе с ней и менять временами свою точку зрения, ты рискуешь стать просто-напросто упрямым человеком, упертым в своей точке зрения. Вот, поэтому вот с прямыми и перевернутыми картами еще надо понимать, как работать. Поэтому нельзя сказать, что какие-то карты хорошие, а какие-то карты плохие. Просто, ну, как бы для вашей ситуации можно быть как упорным, так и упрямым.
Вот. И как именно будет развиваться ситуация, вы сможете только прочувствовав эту карту. О чем эта карта вам говорит сегодня? Кем этот человек вам видится? Да? И если, допустим, это женщина, которой мужчина что-то предлагает, да, и она, нет, вот хочу черную норковую шубу. Или нет, ну, допустим, там, белую в крапинке норковую шубу. Муж предлагает ей, давай черную купим. Не хочу. Давай каракулевую купим. Не хочу. Давай такую, сякую, пятую и десятую. Ну, нет белых в крапинку, да? Нет, если она будет упорно отстаивать свою точку зрения, она лишится вообще всего. Муж плюнет, скажет, ну и дура, и уйдет. Да? Поэтому важно понимать, что если твое желание неосуществимо, ну вот, и у тебя есть какие-то другие желания, то тут надо чувствовать ситуацию. Потому что желаний у человека много всегда. Но вот шестерка жезлов это точно хорошая карта. Ойли. А если вы общаетесь с людьми, которые терпеть не могут выскочек? Да? Если вашему Майбаху ночью злые соседи из хрущевки колеса проколют или сожгут вообще. А, Потому что ты тут вылез, что ты тут своими понтами хвастаешься, да? Вот. Допустим, в Штатах шестерка жезлов это, ну, может играть очень нехорошую роль. От того, что высовываться в Штатах не очень принято, да? Тебя будут считать выскочкой, который хвастается на каждом углу, что вот, я такой крутой, да, вот смотрите, я больше всех денег заработал. Ценятся там люди, ну, скромные, да, тот же Стив Джобс, да, вот тот же Илон Маск. Все знают, что у них много денег, но они спокойно себя ведут, они не выпендриваются, они ведут себя как нормальные, спокойные люди. Вот. Хвастовство, да, и приукрашивание себя всякими регалиями, это то, что отжило уже свое. И если ты это еще не понял, то ты отстаешь чуть-чуть. Ты становишься таким ретроградным и чересчур традиционалистичным, да, как вот, допустим, взять Папу Римского и этого самого а, патриарх Кирилла, да, или как там его зовут в русской православной церкви. Патриарх Кирилл носит статусные часы за 36 тысяч долларов там или сколько там, то ли бригет, то ли какие-то, ну, вообще сумасшедшие часы, очень дорогие часы. Зачем он их носит? Чтобы показать статус своего положения. Я патриарх, я самый главный, я самый крутой, мне дарят такие часы. Вот. Это как признание моих заслуг, моего статуса. Вот. А Папа Римский, да, в мире, где не принято выставлять на показ свое, как бы, ну, там есть разные случаи, да, но в принципе, в общем, это не принято сейчас. Поэтому Папа Римский носит часы вот как у меня. У меня точно такие же часы, как у Папы Римского. За 50 евро. Зачем? Ему просто надо смотреть время. Вот на каком-то этапе в социуме не принято показывать, что ты круче других. Все знают и так. Зачем тебе это? Хвастаться? Лишние понты? По шестерке это понты, если в негативе. Вот скажите, понты это хорошо или плохо? Кому как? Для патриарха Кирилла понты это хорошо. А вот для папы римского понты это плохо. Да? Поэтому тут все зависит от того, в какой ситуации ты находишься, что за люди рядом с тобой. Я не говорю, что папа прав, а Кирилл не прав. Патриарх Кирилл общается и вращается в том круге, в котором так принято. Это нормально, там нормы такие, да? Поэтому он и носит эти часы. Вот. Поэтому он в своем курятнике прав. Папа Римский в своем курятнике тоже прав. Вот, поэтому шестерка может быть разная. Или может быть человек-нарцисс. Может быть, наш белорусский патриарх тоже на Майбахе ездит. Что тут сказать? Я много чего сказать могу по этому поводу, но говорить не буду. Так что по семерке нам важно понять, что упорство это хорошо, но главное, чтобы оно не переросло в упрямство.
Для огня эта карта такая тоже не очень хорошая, так как она значит своего рода стабильность, ощущение стабильности. А мы знаем, что стабильность для огня это не самая лучшая как бы ситуация, да? Огню нужно расти и развиваться, меняться все больше, больше, больше. Огонь должен сжигать постоянно что-то. Если закончилось что-то новое, огонь умирает. Поэтому вот из этого стабильного ощущения всегда хочется, ну, не хочется все время отбивать одни и те же нападки, спихивать вот с этой горы конкурентов желающих. Человек начинает меняться. Он понимает, что он достиг неких высот. Долго сидеть на этой высоте, во-первых, сложно, во-вторых, скучно, так как расти некуда, да. Ты и так уже триумфатор, ты и так царь горы, ты сидишь на вершине, все снизу только палками тычут, ну тебе скучно долго, да. Поэтому надо меняться. Причем меняться нужно быстро. И вот восьмерка это карта определенных изменений, постоянных более или менее и налаженных. Что такое вообще 8 жезлов? А чего тут 8 палок? Они как-то так наискось. Это палки, которые висят в воздухе. Они не висят, они летят. Виноват, летят. От чего они летят? Идем в античность опять, да? Я люблю античность, вы знаете, ну, что ж поделать. Римские легионы, у них были такие товарищи, да, одни сражались мечами, другие там на колесницах. Были ребята, которые бросали дротики. Это такие легкие копья, их по 10 штук можно было в пучок за спину себе привязать. И в момент, когда сходятся два войска, нужно было заметить позицию, на которую они прибегают, да, в нужный момент начать бросать эти дротики один за одним, чтобы как можно больше народу убить, пока они не добежали до твоих воинов, да. За короткий промежуток времени нужно бросить как можно больше этих палок острых, этих копий. У них там были прям соревнования, да, что тот, кто сможет бросить одновременно, чтобы в воздухе находились 8 стрел, да, либо 8 дротиков, считался, ну, как бы крутой профессионал, да, он настолько быстро может бросать эти палки, что когда он бросил восьмую, первая только-только падает, да. То есть это быстрота реакции, скорость действия. По ощущению это очень похоже на то, как человек сбегает по лестнице. И причем, смотрите, палки-то летят вниз, да, то есть человек сбегает по лестнице с нарастающим темпом. Он должен успевать переставлять ноги. Если он не будет успевать вот выдерживать этот темп, он споткнется, упадет, расшибется, будет плохо больно, да? Поэтому восьмерка это постоянное ощущение того, что нужно. Знаете, как вот профессиональный повар режет, что-то он там режет, лук, морковку, что-то такое. Так, очень и очень быстро. Либо вот ребенок вдоль забора бежит и палкой по забору так. Это вот очередь. Да? 8 это пулеметная очередь, да, вот есть снайпер, который долго-долго сидит, выцеливает одну цель, часами может сидеть в укрытии в этих ветках, да, весь такой в неподвижности, да, выжидать удобный момент для одного единственного выстрела точно-точно в цель, да. А есть 8 жезлов. Это из пулемета выстрелить столько пуль, сколько ты только можешь, да. Хоть одна в цель, да, пойдет. То есть по этой карте мы можем отслеживать свои меняющиеся желания, либо желания других людей, и реагировать на них вовремя, быстро, не обдумывая, а просто делая, делая, делая. Да? То есть это конвейер, это поток людей, который к тебе идет, каждый со своими проблемами. Один пришел, пообщался, ушел, следующий, как бы, ну вот это, да, это врач, который сидит в кабинете и принимает людей во время эпидемии. Один, второй, третий, четвертый. Нужно быстро, слаженно работать, чтобы они там не застаивались. Да? Раз, 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 следующий, следующий, следующий. Ну вот, темп нужно держать.
Вот примерно такое ощущение по восьмерке жезлов у нас есть. В нехорошем значении это может быть торопливость. Вот, поэтому по восьмерке тут важно понять, что имеется в виду под ситуацией. Либо что человеку нужно поторопиться, либо наоборот человеку торопиться не надо. И ошибочно считать, что одна карта говорит, что как бы человеку надо ждать. Да? Другая карта говорит, что ему нужно спешить. Выпасть карта может какая угодно. Да? Важно понимать, что в принципе вы при взгляде на карту должны чувствовать, что имеется в виду под ситуацией. Нужно человеку поторопиться, либо просто обратить внимание, что он сам слишком торопится, либо обратить внимание на торопливость. И вот это уже работа с картами на высоком уровне, на профессиональном уровне, где ты угадываешь сам у себя правильное значение из карты. От того, что карта может значить как торопливость, так и нерасторопность. А вот. Завораживающая лекция. Ой, спасибо. Вот. Почему-то про эту карту говорят стрелы любви. Я бы сказал стрелы желаний. Вот. Дело в том, что для кого-то желание это любовь, а для кого-то эмоции это любовь. Даже не так. Скажем так, есть как минимум 4 по любви. Да? Ну, потому что все в нашем мире можно разделить на 4 стихии. Либо на 4 масти, да? То есть любовь по жезлам это ты желаешь человека, страстно причем, огненно желаешь, жаждешь этого человека, да? Есть по земле, это ты испытываешь физическое влечение к человеку, сексуальное в прямом смысле слова, да, хочется этого человека, хочется им обладать, да, как бы взять этого человека. Вот. По воздуху это желание интеллектуального общения с человеком, обмен информацией. Тебе просто интересно общаться с этим человеком, ты чувствуешь необходимость с ним говорить. Там ночи напролет мы разговаривали и разговаривали. Да? Там секс может быть вторичен. Мы быстренько переспали и до утра разговаривали. Ну, вот это вот, да. Ну, вот. Само собой, что даже в сексе должно быть 4 составляющих, поэтому очень часто, если нет вот этих интересов общих, да, и возникает эта фраза «а поговорить», да, то есть вот если нет воздуха в отношениях, то и говорить не о чем, хотя физическое желание может быть. Вот. Но самый интересный секс, он бывает при взаимодействии всех 4 стихий. Но вот это вот, допустим, по воздуху, это любовь, интеллектуальная любовь в общении, желание общаться с человеком, желание обмениваться с ним своим взглядом на мир. А по кубкам это эмоции. Это вот то, что каждая женщина хотела бы испытывать по отношению к себе от мужчины, да, вот просто будить в мужчине эмоции, да, видеть, как он с ума сходит и делает как что-то какие-то нелогичные действия просто от того, что он чувствует в этом потребность. И страсть, не желание физическое и не необходимость общаться, а просто желание вот слиться вместе, быть рядом с этим человеком просто быть рядом. Вот. Так что, ну, скажем так, это могут быть как стрелы любви, так и стрелы желания. Я бы сказал, что это стрелы желания. От того, что желание это меняется быстро. Стабильность желаний свидетельствует о том, что человек определился, какое из его желаний наиболее подходящее по отношению к этому человеку. Вот. Дело в том, что держать высокий темп вот этих пулеметных очередей по огню очень сложно, да. Вы знаете, что вот, ну, я, может быть, как мужчина чуть-чуть больше в теме, но вот из пулемета долго стрелять нельзя. Того, что ствол греется, да, и он может просто раскалиться и сломаться, взорваться, заклинить, что угодно. Но долго темп держать не может даже профессиональный спортсмен. Поэтому очень важно чувствовать момент, в который ты должен остановиться и перестать наращивать этот темп, иначе ты лопнешь. По девятке, смотрите, что такое девятка? Опять же, вернемся на секундочку к восьмерке, от чего это ритм.
От чего это темп? От чего это ощущение движения? От того, что как лошадь скачет. Помните из этого мультика? Пока ты на своей лошади раз, два, три, четыре, он на своих двоих раз, два, раз, два, раз, два, да? Вот это вот раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, это вот тон, это ощущение движения, да, как вот на лошади скачет раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот восьмерка это ощущение полноты темпа, это галоп, так скажем. Галопом долго скакать нельзя, поэтому в какой-то момент человек понимает, что вот те нападки, которые были на него со стороны семерки, да, со стороны восьмерки он прореагировал, он опередил своих противников, да, он отбил все нападки. Вот сейчас есть у него, скажем так, пауза, в которую он может передохнуть. Почему пауза? Потому что вроде бы все получается, вроде бы есть прогресс, есть рост, все оно движется вперед, да? Но девятка, она чем отличается от последующей карты, от десятки? Тем, что в десятке мы понимаем, что все, это конец, это полный цикл, это как бы линия закончилась. А в девятке мы уже предугадывая окончание скорое, мы понимаем, что конец близок, да? Но для того, чтобы сделать окончательное и решительное действие, нужно взять паузу, нужно взять передышку. Перед самым длинным прыжком нужно сделать разбег, нужно как бы накопить силы перед решающим рывком. Перед самым громким криком нужно сделать самый глубокий вдох, то есть самый медленный, самый неспешный, самый... Вот. Что человек на рисунке делает? Он отбил атаки, он весь такой раненый, перераненный, да, у него стоит этот чистокол, он защитник, он отбил все нападки, да, но пока он стоит неподвижно. Он понимает, что пауза — это только пауза. Это не окончательное решение вопроса. Окончательное решение вопроса будет в девятке. В десятке. Потому что в девятке мы чувствуем, что близко к концу, что вот она десятка, она уже видна, да? Поэтому мы можем чуть-чуть отдохнуть. Мы почти близки к победе, поэтому нам незачем спешить. Мы понимаем, что для того, чтобы окончательно решить свой вопрос, мы должны просто продолжать делать то, что мы делаем. Да? Поэтому 9 это карта небольшой паузы перед решающим рывком. Да? Эта карта очень часто выпадает на отпуск. Причем не на увольнение, а именно на отпуск. От того, что человек прекрасно понимает, что он отбил нападки, но это еще не все. Что нужно будет вернуться и доделать. Да? Это может быть отпуск перед тем, как человек уволился. Да? Человек, очень часто эта карта выпадает в значении человек идет в отпуск, чтобы потом из этого отпуска не выходить совсем на работу. Но он еще как бы числится, да, на работе. Да? Это пауза в отношениях, которую человек берет, потому что не может объяснить все партнеру от того, что не хватает решимости. Да? То есть давай мы с тобой поговорим чуть позже, а пока мы давай побудем друг от друга отдельно, мы сделаем паузу в отношениях, да, вот, с тем, чтобы потом вернуться, того, что человек на картинке, он понимает, что атаки отбиты, но решающая атака, она еще впереди. Последний решительный бой, он еще впереди. Если вы помните, Гарри Поттер, да? Вот там в последнем фильме есть сцена, где главный герой Гарри Поттер перед тем, как пойти в лес и окончательно встретить свою судьбу лицом к лицу, да, у них там такая пауза есть. Они там ходят, что-то думают, что-то разговаривают, он что-то окончательно узнает, и там такая прям пауза, да. Вот это очень похожая пауза на то ощущение, что ну вот сейчас же все должно решиться, а они тут что-то мямлят, да. Вот помямлить нужно, чтобы набраться сил. Но девятка это напряженная пауза. Ну, все зависит от самоощущения человека, да. Если эта карта не хорошая, а плохая, то да, напряженная пауза. Если карта чувствуется положительно, позитивно, да, то это значит, может быть, просто значит совет. Ты пока отдохни,
у тебя и так все получится, просто наберись сил, да? Вот. Она не значит, что как бы напряженная пауза, она может быть, если ты сомневаешься в успехе своего дела, которое скоро ты будешь завершать, да? Напряженная пауза может быть, если ты не уверен, победишь ты в конце концов или нет. Вот. А в десятке к нам приходит понимание того, что вот оно, полнота, вот оно все. Все, что можно было сделать, мы сделали, да? Сколько мы палок собрали, столько мы и несем. Больше в нас не влезет. Это максимум. Поэтому это явно ощущение полноты энергии. Это вот тот порог, с которым человек сталкивается и понимает, что больше я не смогу. Сколько я могу нести. Больше уже будет выпадать из меня, высыпаться. Будет 10. Это 2 руки. Это вот сколько ты в 2 руки взял, все, это максимум. Вот. А по энергии, по огню, это ощущение того, что это максимальное напряжение сил. Это твой максимум. Если ты рассчитан на 220 вольт, значит это вот и есть эти 220 вольт. Вот. Дом уже рядом, дом уже близок, ты понимаешь, что ты, в принципе, справился. Даже если там какая-то палка у тебя выпадет, да, дом уже рядом, ты, в принципе, можешь за ней потом вернуться в случае чего. То есть, в принципе, можно считать, что ты уже справился. Вот. Но это все еще напряжение, это все еще ощущение работы, это все еще нужно двигаться. Вот. Но это полнота. Это вот та энергия, которую ты можешь отдавать своему делу на максимум. Вот. А в перевернутом значении карта может значить, что что-то ты переработался, что-то много ты тащишь, ты не видишь, куда ты идешь от того, что ты взял на себя слишком много. Вот. Ну, опять же, все зависит от того, насколько человек в состоянии справиться с той ситуацией, которую показывает карта. А может ли десятка быть еще и про ответственность, что залил на себя слишком много? Может быть, конечно. Но тут нет слишком много, тут есть много, да, то есть это максимум. Он взвалил на себя столько, сколько мог взвалить. Сломает ли это его в процессе, это уже второй вопрос. Дело в том, что тут человек сталкивается с пониманием того, что вот это тот максимум, через который он пробиться не сможет. Если он хочет взять больше, значит нужно делать уже что-то совсем другое. Нужно брать ситуацию в свои руки и менять ее радикально, полностью. То есть человек столкнулся с границей своих возможностей. Если в предыдущих картах чувствовалось развитие сюжета, да, то есть, ну, было ощущение, что вот как бы вот вроде бы как бы он победил, но он куда-то еще едет, да, то есть, даже если ты победил сегодня, непонятно, что будет завтра. Придут завистники, будут тебя спихивать, да, и тебе нужно будет успевать реагировать. И однажды придет момент, где ты поймешь, что нужно будет дальше идти, уходить с насиженного места, но если ты дойдешь до своей цели, то ты, в принципе, получишь ощущение того, каков твой максимум, сколько ты сможешь вообще в этой жизни. И тут мы приходим к тому, что раз человек столкнулся с границами ощущения своих возможностей по ситуации, у нас же есть еще карты, да? Что значит эти карты? Дело в том, что да, вот мы рассмотрели с вами ситуацию. Как человек от простой идеи дошел до осуществления этой идеи окончательно, по максимуму своих сил. Поэтому он может сравнить, где, в чем, в каком моменте он был над ситуацией, а где ситуация была над ним. Да? То есть, где он был вынужден что-то делать, а где он делал все, что он хотел. Человек, завершив некий цикл, некий алгоритм, он получает власть над этим алгоритмом. Он понимает все свои сильные и слабые стороны. Ну, если человек умный. Так как мы рассматриваем карты Таро в прямом значении, то значит как бы, что ну, человек, проходя на следующий этап, он понимал, что нужно сделать в предыдущем этапе, чтобы перейти в следующий. Только правильно выполнив условия младшего аркана, ты можешь двигаться дальше. Вот, к своей цели. Мы
Ну, опять же, тут скорее линейное развитие от того, что мы рассматриваем некую условную ситуацию, с которой человеку нужно справиться. Да? В старших арканах мы с вами видели, что развитие чего-то высшего по всем этим старшим арканам ведет к тому, что человек в какой-то момент начинает понимать, что он опять снова должен двигаться по тому же алгоритму, да, но уже на некой новой позиции с некими новыми возможностями. От того, что карта мир, это по ощущениям то, с чем ты справился, над чем ты приобрел власть. Да? Поэтому, если брать аналогию с младшими арканами, человек после того, как грамотно пройдет десятку, если он справится со своей задачей, он поймет вообще всю полноту этой задачи и приобретет некий статус. Я вот что-то сделал, да, у меня что-то вышло, я могу этим гордиться, я приобрел некое знание, некий навык. И он выходит на ощущение управления этой ситуацией. Либо недостаточного управления, либо у тебя что-то получилось, либо у тебя что-то не вышло. Ты потерпел фиаско, потому что 10 может и очень хорошо кончиться, да? И мы с вами движемся в придворные арканы, которые обозначают степень управления собой и всей этой ситуацией. Паж — это слуга, рыцарь — это человек, которому прислуживает и помогает этот слуга, королева — это та, кому служит этот рыцарь, вот. Ну, а король — это тот, кто управляет вообще всей ситуацией, который создает правила этой ситуации. Так, 2 часа у нас прошло. Давайте, наверное, как бы по придворным картам я уже в следующей лекции это продолжу. Во второй части у нас там будут земля, да? Я думаю, что четверг, ориентировочный четверг это будет, да? Либо четверг, либо пятница. Тоже вот время вечернее, 20:00 по Москве. Мы с вами рассмотрим Землю, Пентакли. Я попытаюсь на разнице понятий еще между двумя стихиями показать вам более глубоко придворные карты. Либо придворные карты мы с вами вообще вынесем в отдельную лекцию от того, что они, ну, в принципе, заслуживают особого внимания. Потому что разделение на 4 уровня управления ситуацией, оно может быть на любом уровне ситуации. Ну, то есть это сейчас сложно понять, но, в принципе, если видеть эту тему, то оно будет проще. Так что, если вы первый раз, подписывайтесь, лекции будут продолжены. Вот, я планирую вообще еще много-много такого снимать. Наверное, пару раз в неделю я буду выпускать вот такие вот эфиры обучающие. Ну и пару раз в неделю я буду просто гадать в прямом эфире для тех, кому просто нужен ответ на вопрос без всякой высшей философии, без всякого мироустройства, без всякого социального вдробления на 4 стихии, на эти майбахи и прочее, там вся эта ерунда, зауми это, да. Просто скажите мне по судьбе, мне это человек или нет. Люди разные, людям нужны разные вопросы, вернее, разные ответы на разные вопросы, поэтому ну, нужно работать на том уровне, на котором это нужно людям. Часть народу у меня слезно просит лекции, часть народу просит просто гадать, поэтому будем делать и то, и то. Вот, от вас я прошу просто там, ну что там, лайк, перепост, да, что там в Ютубе. Ну и если нет, то нет, как бы. Я это, в принципе, делаю в первую очередь для удовольствия. Хорошо, желаю вам удачи. Спасибо вам за вопросики. Антонина, отдельное спасибо, да, вы меня очень поддерживаете. В тему хорошие вопросы задаете. Очень хорошие, очень в тему. Спасибо большое вам. Что, всем увидимся. Четверг, пятница, я так думаю. Скорее четверг. Всем пока.